Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала со сложным названием. Сегодня мы разберем, за счет чего китайские электромобили вдвое дешевле европейских и американских. Чтобы не тянуть китайца за палочки, расскажем об этом прямо сейчас. Все познается в сравнении, потому с него и начнем. Европейский и американский сегмент авторынка предлагает среднюю стоимость электромобиля в 42 и 36 тысяч евро соответственно. Для стран этого сегмента такая цена вполне приемлема. Она не вызывает удивления или негатива. Все же электромобили – это чистый воздух. В то же время Китай предлагает среднюю стоимость на электрокары в 22 тысячи евро. Неплохо, не правда ли? Учитывая комплектацию и умелый подход к дизайну, Китай явно выигрывает в балансе цена-качество. При этом международный спрос на китайские электромобили позволил снизить их стоимость, потому что экономика Китая в этом сегменте работает правильно. Кстати, если сравнивать минимальную цену на самые дешевые электромобили, то вывод здесь становится более явным. К примеру, минимальная цена на европейский электрокар составляет 16 тысяч евро. В то же время в США эта цифра около 25 тысяч евро. И это ощутимая разница, потому как в США все решает бренд, а не характеристики. Если на табуретке с электродвигателем будет значок Tesla, то ее можно продать за 25 тысяч евро. В Китае же цена на самый дешевый электромобиль составляет менее 4 тысяч евро. Новый качественный электрокар, представляете? Задаваясь вопросом, почему так велик разброс цен, мы провели небольшую аналитику по концернам и подноготной электроавтопрома. И различия к подходу автомобилестроения в Китае и европейской части действительно существенные. Во многом секрет Китая в адаптации машин с ДВС под электромоторы. Этот подход позволил значительно расширить аудиторию электричек. При этом доминируют на китайском рынке электричек отнюдь не роскошные и крупные автомобили, а сити-кары. В этом году на них остановилось 40% покупателей, а их средняя цена составляет 6700 евро. Наиболее яркий пример, ставший хитом, Wuling Honghua Mini EV, обзор которого уже есть у нас на канале. Wuling Honghua Mini EV стоит менее 4000 евро и может проехать 170 километров. Также стоит выделить Chang'an Ben E-Star за 4000 евро, который проезжает 310 километров. И новинка этого года Livdeo Mango за те же 4000 евро. На одном заряде преодолевает 300 километров. Есть еще Cherry QQ Ice Cream за 4100 евро, который проезжает 170 километров. Возможно, нужно сделать видео про самые дешевые китайские электромобили этого года. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Ну а низкие цены на китайские электромобили, разумеется, подстегнули интерес покупателей к ним. За первые 9 месяцев этого года рост продаж электричек составил 190%. Всего же за 3 квартала в КНР было продано почти 2 миллиона электромобилей, что составило 12% от общего количества проданных авто. Европейские производители стараются базировать свои автомобили на чужих дорогих электродвигателях и батареях. То есть они конструируют каркас, делают концепт, затем покупают двигатель и батареи с большой наценкой. И все это влияет на цену, которая в конечном итоге действительно больше, чем стоят аналоги из Китая. Плюс в Европе высокие налоги и хорошие аппетиты у брендов. Китайские производители подходят к концепту немного более глубже. Изначально разрабатывается концепт машины, затем полностью создается двигатель и батарея с нуля. Заимствование технологий есть, но каждый бренд старается создать ту начинку, которая будет наиболее подходящей для определенной модели электрокара. Затем прорабатывается дизайн и наполнение функциями. Главный толчок к прогрессу электричек дал министр науки и технологий КНР.
Основными целями министра стали вытеснение европейских автомобилей с рынка Китая, а также борьба с загрязнением воздуха. Начиная с 2009 года Китай развивал программы по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Разумеется, центральным элементом данной программы стали электрокары. Стоит также заметить, что дороговизна электрокаров в Европе и США вызвана прежде всего трендом на зеленые технологии, то есть на сохранение природы. У них даже электроэнергия, которая добывается безопасными для природы путями, стоит в 3-7 раз дороже. Китай же ориентирует электрокары не на сохранение природы, а на бюджетный сегмент покупателей и варьирует цены, исходя из спроса. Небольшая доля лицемерия Европы, которая заключается в принципе «хочешь безопаснее для природы, плати больше», выливается в громадную наценку на электрокары. Хотя китайские электрические машины иногда намного красивее и функциональнее, с этим спорить невозможно. Многие, кто смотрел наши обзоры, замечали модели китайских электромобилей, которые кратно превосходят по наполнению аналоги из США и Европы. Отсюда и выливается спрос на китайский автопром, который экономически действует немного по-другому, нежели европейский. Кстати, вам будет интересно узнать, что в Европе жители покупают электромобиль просто намного дороже себестоимости, а Китай производит выплаты до $10 тысяч своим гражданам, которые пересели на электрокары с автомобилей на ДВС. Ради достижения плановых покупателей Китай выделял разнообразные субсидии автомобильным компаниям. В итоге производство электричек стало достаточно дешевым и стабильным, чтобы не требовать дальнейшей поддержки. Безусловным преимуществом Поднебесной перед странами Европы является относительная молодость автомобильной промышленности. Страны Запада десятилетиями выстраивали инфраструктуру и производство, заточенные на авто с ДВС. В результате настроить эту индустрию для производства электромобилей стало очень тяжелой задачей. Китай, напротив, не испытывает данной проблемы. Таким образом, мы наглядно видим, почему рынок электромобилей в Китае дешевле и может себе позволить варьировать цены как угодно. Грамотная политика государства, фундаментальная часть науки, умелые инженеры и ориентир на массовый сегмент – ключевые особенности китайского автопрома. Ну а мы на этом прощаемся с вами. Кстати, выскажите свое мнение в комментариях. Как вам такая аналитика? Мы будем рады узнать мнение наших зрителей и подписчиков. Не забудьте поставить палец вверх, жмякнуть в колокольчик и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. До завтра!